Любителям моего Твича привет, остальным ссылка в описании. Да, стримы регулярные, приходите, всех люблю, всех жду. А пока лайк, подписка, комментарий, поехали! Очередные новые, сразу извиняюсь, проблемы. Зовут следующего горемычного Изуми. Чел фатальный, растяпа, лох, неудачник и все остальные отрицательные функции. Волосы расчесать не может, об камни на дороге спотыкается, за ограды падает, листья голове лепит. На проводы бабок по дороге лишнее время тратит, короче говоря, неудачник. К счастью, у него уже есть девушка, зовут Шикимори. Красавица, комсомолка, отличница, гордость школы и по совместительству защитница любимого. Вечно бедолагу от бед спасает, в обиду не дает, еще и краснеет, смущается от всяких положительных слов в свой адрес. Одним словом, Фети, шиза, ция. Что до сюжета, так у ребят как раз начался новый учебный год в старшей школе. А там и очередная перетасовка студентов из класса в класс и успешное снова попадание в одну группу и, к слову, друзья. Инудзука, Накадзаки и Хатимицу. Больше знать нечего, а больше ничего и не известно. Потому пора в класс. Ну там типа учеба, уроки, занятия, несмешные неудачные представления Изуми с опечатками произношений и перемена с чисткой доски от пыли. С еще одной, понимаете, неудачей. Он губка из ниоткуда на молодого полетела, а горемычная ее профессионально отбила и на свою голову положила. Одним словом, милота. По крайней мере, ГГ оценил, что Шикимори аж пришлось в уборную бежать, покраснение со щек смывать. Между тем, зависть, гниль, неприязнь, ну и ладно. Кому не плевать, мнение статистов не учитывается. Тем более, если оно отрицательное, зато предложение товарища на Инудзуке по увеселительному времяпровождению еще когда. Так там еще, представляете, дамы тоже собрались на послешкольные мемы. Значит, правильно, нужно идти все вместе. В боулинге, если что, ничего интересного не произошло. Ну да, подруги, конечно, предложили горемычный беспроигрышный вариант показать себя с не лучшей, неловкой стороны и специально проиграть, завоевав почтение и уважение у парня. Но как бы все равно пошло по тому же очевидному руслу. ГГ проиграл, ГГшка выиграла, всех поздравляем, ставим лайки, гайки, майки. У меня он теперь тоже того новый, модный, динамический, настоящий стримлер. День, к слову, закончился примерно ничем. На обратном пути обещанных угощений проигравший покупать не стал, зато падение, удары невезением спровоцировал. Любви в очередной раз признался, молодец. Из нового. Спортивный школьный фестиваль. Жаль только матчи у парней и девушек в одно время. А значит, и поболеть друг за друга не получится. Да ладно, вру, конечно, футбол начинается немного раньше, а значит, самое время словить пару прямых попаданий отмечает, киснуть с последующим попаданием в медпункт. Конечно, не без горемычная, ведь любимого своего она не бросит, а шраме над надбровной дугой расспросит, и то, что скоро у самой матч начинается, вообще не важно, потому что да. Потому. Такая вот романтическая комедия сразу в гущу событий. Зачем герои стремятся понравиться друг другу, если они и так встречаются, я не знаю. Я не думаю. И вы не думаете. А вот так вот, счастья, здоровья, всего наилучшего. А насчет волейбола, так там резня будет прям вообще. В команде соперник же самая Ками, собственной персоны. Кто такая, никто не знает, но по слухам мощнейший игрок. Значит, будет битва плотная, равная, доброкачественная. И могло бы все даже закончиться не положительно, но благо, радость, не беда, не печаль. Изуми подоспел аккурат к середине матча. Всякие положительные слова поддержки прокричала, жить и побеждать захотелось, ну и все, волосы завязаны, стоп-кадры игры показаны. Финальный последний победный бросок оформлен, ура! Осталось только сделать совместную фотокарточку в честь завершения фестиваля. Ну и потом еще можно пару-тройку фотожаб, потому что все, Шикимори теперь любимица публики, все хотят с ней поговорить, руку пожать, счастья, здоровья пожелать, а как иначе, все-таки самая мощная, мощнейшая волейболистка. Только видите ли, беда. Фанаты прохода не дают, к парню не подпускают, а он, если вы не забыли, фатальный неудачник. Да, вот смейтесь, а Инудзука пока примет все негативные последствия на себя. Обидно, досадно, переломы всего за один день. Ладно, пора идти домой, не смотреть под ноги, забывать где ступеньки, падать с лестницы, извините, не падать. Он горемычный как нельзя. Кстати, подоспела, покраснела тоже, да. Смущение, милота, любовь, помидоры, вот это все. А еще бесплатные билеты на поход в кино от Инудзуки. Сам он пойти говорить не может, мол, подработка. Зато товарищу готов отдать потанцевальный, нетанцевальный день. К счастью, горемычные выходные как раз не занята, потому с радостью готова, да. Самому же ГГ еще готовится, зонтики, полотенца, веревки для кошельков и прочее всякое, чтобы быть вооруженным и предупрежденным к любой случайной неприятности. Но ГГшке всего-то нужно выбрать платье и получить пожелание удачи от брата. Что ж, удачи, платье в придачу. Ладно, вру, платья у меня нет, да оно не всем подойдет. А зато обзавелся я недавно худи от стритвир бренда Хисока. Вот это подойдет вообще всем, и зумерам, и поперам, и тиктокерам, и кряклам, и даже гениям андеграунда. А все потому, что вещи понятные, комфортные, вдохновленные эстетикой аниме и манги, среди которых Наруто, Клинок рассекающий демонов, Атака титанов, Хантер икс Хантер, Моя геройская академия, 7 смертных грехов, Магическая битва и многие другие. К слову, в ассортименте как раз случилось пополнение. Появились еще 4 футболки с Мадарой, Гатсом, Саски и Зеницу. И на них Хисока, естественно, не собирается останавливаться. Так что если сейчас среди предложений нет интересующего вас тайтла, то вполне возможно, что его еще нет. И чтобы не пропустить, когда он появится, стоит как минимум подписаться на группу ВКонтакте. Ну а как максимум обновить гардероб чем-то приглянувшимся из уже имеющихся экземпляров. На что я даже дам вам промокод
код Селен. Вводите, оформляете, ожидаете, получаете, идете хвастаться перед друзьями в назначенное время, назначенное место, назначенную ссылку в назначенном описании. Собственно, день X. Изуми, как несложно догадаться, рюкзак порвал, весь лут потерял, по дороге еще пару-тройку бед повстречал. Зато таки поспел вовремя, потому что вышел в путь за пару часов до назначенного времени. Как, впрочем, и Шикимори тоже приперлась раньше положенного, стоит, ждет, дождалась. Осталось только фильм выбрать, о романтических комедиях и поцелуях, в прямом эфире помечтать, а потом взять, да и позволить даже выбрать кино. А то некультурно получается, бедлаги все время делают только то, что хочет молодой. Раз так, пойдут на ужастик, которые я вам, конечно, пересказывать не буду. Лучше что? Да, верно, точно, правильно. Анекдот. Сидели как-то Геродот и Гераклит, пили чай, ели бублики, первым никто заговорить не решился. Что до горемычных, поход в кино чуть не закончился сердечной болью. Но все обошлось, страх миновал, можно, значит, поесть пирожных. К счастью, горемычный как раз копил деньги, не тратя, чтобы купить самую лучшую булку, а не хлеб, как обычно. Там у него еще где-то должен купон быть. Но, представляете, вру! Кошелек-то все равно, несмотря на подвязки, привязки, потерялся. Теперь ничего не поделаешь, придется голодными шлепать домой. Простите, извините, не придется. Прямо по пути по счастливой случайности образовались Изуми старшие. В гости зовут, чаю напоить обещает, нужно соглашаться. Ну и все, согласились, поели, попили, посуду помыли, спать уложили. Осталось только флешбэк рассказать. Молодой, оказывается, с самого детства во всякие неприятности попадает, урон получает, беда, печаль, трагедия, мать волнуется. Так что спасибо, пожалуйста, величайшей благодарности горемычной, что она с таким нерадивым сыном такой нерадивой матери связалась и во всем оберегает, поддерживает, в обиду не дает. Но Шикимори, чтобы вы думали, только и рада. Мол, не стоит благодарности, любовь никуда не денется, наоборот, вот всякие там непозитивные негативы положительно на ГГ повлияли, что он стал таким добрым, всегда других волнуется, что ГГшку и подкупает. Ну типа поняли, драма, лирика, трагедия и прочие положительные «да». Из старого продолжения лета, значит обязательно нужно куда-нибудь сходить, собраться отдохнуть, только не подумайте, пляжный эпизод чисто технически невозможен. Горемычного от солнца и духовно и физически становится отрицательно, потому лучший вариант сходить на речку, она правда будет позже, а пока в честь экзаменационной недели пора сходить в магазин. Девочки направо, мальчики напрямо, хотя Шикимори поначалу тоже ни на какие шопинги отправляться не хотела, но как заметила заглядевшегося на плакат парня, так сразу с места сорвалась, помчалась искать в точности один в один купальник, но молодые пошли куда-то в угол решать задачки. В то время как дамы в магазине встретились, взглядами пересеклись и на необходимости вспомнить никому не нужно, вообще ни на что не влияющий флешбэк сошлись. Дело, значит, было еще тогда, когда никто ни с кем не дружил, но горемычные уже встречались в один ненастный день на Кадзаке, представляете, обратил внимание на одноклассницу, всю себя умницу, красавицу, гордость партии, ну и захотела подружиться. Правда, методы в аниме, сами знаете. Поэтому вместо плановой тренировки на физкультуре случилось фатальное баскетбольное противостояние. Ведь ГГшка тоже в грязь лицом ударить никак не могла, любимый смотрел, поддерживал, лучи добра и радости высылал. Проще говоря, мораль в том, что Шикимори вся из себя такая бронебойная, транспортерная, ни перед какими преградами не останавливается, вот. Там еще были нерешенные задачки, смущение, покраснение, все, что я благополучно скипнул. Думаю, вы и так поняли, что горемычные — это парочка шизов, которые помыкают друг другом и вертят как хотят. Короче говоря, арбузеры, что я несомненно осуждаю. Зато вечером можно в подушку поплакать, по телефону поговорить, звезды и отсутствие безоблачного неба обсудить, плюс в конце концов договориться на будущие попытки увеселительных вечерних астрономий. Все. Между тем, речка. В первую очередь нужно поесть, и кто бы мог подумать, у Изуми готовка прокачана на максимум. Он лук режет, нож крутит и даже ни разу не поранился. А ну ясно, трудится, старается, постоянно помогает родителям на кухне, вот и научился хоть чему-то полезному за всю жизнь. А что Шикимори тоже захотела мужа порадовать, стряпни наварила, никому другому попробовать не даст. И ладно, так даже лучше, потому что представляете, как раз готовка единственное, в чем тотально слаба горемычная. Проще говоря, посторонняя, юмор, смейтесь. А ребятки пока пойдут плавать, красоваться купальниками, молодой, правда, опять остался где-то позади, и не зря. Там, видите ли, какую-то ребенку течение уносит, она даже не кричит, не зовет на помощь, значит, нужно помочь. Не благо, сразу после спасения горемычного кости ноги защемило, и все, то есть тонет, захлебывается, на помощь позвать не может. Благо, в этот раз ребенка сообразила, инфу обработала, да как закричала. Что ж, друзья, тут как тут прибежали, а ГГшка вовсе блузку скинула и прямо в воду нырнула. Как итог, все живы, здоровы, счастье, радость, осталось только положительно поплескаться в воде. После чего можно и по магазинам сходить, и новых вещей взамен промокших прикупить, и мороженого поесть, и в поезде на плечах друг друга заснуть. Ну а после ожидаемый кислый отдых от всего случившегося. Солнце, если не забыли, негативно, отрицательно действует на ГГ, но ничего, это уже не важно, ведь в новостях напоминают про самый важный, тот самый фестиваль фейерверков, который все так долго ждали. Значит, нужно выздороветь, на ноги подняться, силами собраться, юкату из шкафа достать, нарядиться и в конце концов узнать у отца одну важную, секретную, тайну. Что до самого фестиваля все как обычно. Сладости, гадости, внезапное информирование о том, что Шикимори сахар вообще не нравится, но, впрочем, обеды вместе с любимым это дело как-то фиг
50. Ладно, значит далее по списку по стрелушке в тире, в которых, представляете, Изуми как обычно проиграла, Горемычная как обычно выиграла, а там уже и друзья объявились, и приветствия случились, и очередная игра. На сей раз тотальное соревнование по ловле рыбок, в котором, представляете, Горемычный как обычно проиграл. Ха! Извините, простите, Гаешка тоже проиграла, потому что нужно срочно устроить рокировку, чтобы влюбленные отправились смотреть на главную часть вечера. Спойлер, далеко не уйдут, потому что кто мог подумать, у молодой несчастливой, совсем не клишированной случайности порвался тапок. И того хуже, на ногах уже мозоли образовались. Так что ладно, ничего не поделаешь, придется поход в отдельное задуманное Горемычным место отменить, а до центра празднества недалеко, потому и на спине можно доехать. Как вдруг внезапно, нежданно-негаданно бедняга поняла. Едут ребятки вообще не в ту сторону, но транспорт уже не остановить, он все, готов к свершениям, победам, бедам. Хотя да, насчет последнего вру. В кои-то веки добраться удалось без лишних происшествий, зато на обратном пути, благо там уже отец вовремя на сверхзвуковой скорости падение предотвратить успел. Если что, родители пришли на место заранее и, соответственно, за детьми сидели, смотрели, наблюдали, возможно, даже слушали. Что именно говорили, я не скажу, а о чем можете и сами догадаться. ГГшка в глазах ГГ недостаточно милая, а в глазах ГГ достаточно. Вот и весь тайтл до и после. Тем временем какие-то каникулы закончились, но это вообще не важно, потому что вот-вот совсем скоро будет культурный фестиваль. А значит, нужно шить, пилить, строгать, точить и прочие подготовительные действия. В этом году, в отличие от прошлого, не повезло, Горемычные в разных отрядах. Но ничего, главное, что в одном кафе своего класса будут трудиться, а там и планы выпадения и обещания на завтрашнюю послеобеденную прогулку приложатся. Правда, на следующий день вместо обещанного отдыха, представляете, библиотека. Ну, в смысле, ГГ вытянул неудачный жребий, и теперь буквально так же, как и в прошлый раз, будет дежурить с книжками. К счастью, вторым счастливчиком оказалась Камия, с которой, между прочим, и год назад пришлось сортировать макулатуру. Только в этот раз напарница сразу поняла дело неладно, нескладно, молодой точно изменился и стал буквально не таким, как прежде. А ну ясно, год прошел, девушку нашел, так что обязан рассказать, как, когда и почему все это случилось. А то, понимаете, дама сама в своей жизни только волейбол играть и умеет, а до человеческих отношений ее не то что дело, а скорее времени нет. Оттуда и интерес. А раз еще и Горемычный ищет какие-то номерки с какими-то злосчастными числами, самое время устроить флешбэк. Дело было следующее. Еще тогда, когда ребятки не встречались, а только лишь положительно общались, Изуми решил, что в день фестиваля таки найдет в себе силы и предложит вступить в отношения. А то еще так удачно совпало, у бедолаг выпали одинаковые номера, с которыми по легендам, мемам, схемам, если сфотографироваться, то все, пара останется вдвоем навеки вечные. Правда, опять и снова, да, беда, настолько сильно ГГ вести не могло. Бумажка потерялась, горе, нерадость случилось, но ничего, нечего печалиться, Шикимори обязательно поможет, ведь ей самой, ну понимаете, хочется как можно скорее узаконить брак с сердечной фотожабой. Если что, не волнуйтесь, никаких номеров не нашли, в итоге пятиглазый организатор добрый душа взял, да намалевал, нарисовал новые циферки, а потом где-то там за школой герои стояли, признаний ждали, и вы ждите, ставьте лайки, пишите репосты. История реально печальная, грустная, одним словом, анекдот. Однажды как-то раз Сократ заметил пьющих бублики Геродота с Гераклитом. Обиделся философ, что его не позвали, решил как-нибудь с товарищем насолить. Подкрался тихо на цыпочках, осторожно, а насолить не получилось, соль в Древней Греции была в дефиците. А насчет сказки, оно вообще надо? Да? Нет? Да? Ладно, слушайте. Ками, оказывается, та самая принцесса, которая стоит в стороне. Все, финита комедия. Сказочки конец, кто слушал, молодец. Мораль неудачная попытка построить какую-нибудь любовную драму с третьим лицом, пытающийся влезть поперек сложившейся идиллии. Но ничего, здесь-то все иначе, все по-другому. Поэтому с этой подругой, в отличие от остальных ненавистных соперников, Шикимори даже готова по душам поговорить и о важности чувств рассказать, случившийся обмен открытками обнулить и жилеткой для слез выступить. Короче говоря, хорошо все то, что хорошо кончается. Пары никто ни у кого отбивать не будет, третья лишний горевать тоже не будет, и ничего сюжетно не сюжетно важного не будет. Зато будет последний день фестиваля, который по счастливой случайности совпадает с днем рождения Горемычной и с годовой годовщиной начала отношений, потому подарок уже готов, осталось только выдать лично в руки. Ну, или, если точнее, на шею. За кулон спасибо, за доброту пожалуйста. ГГшка теперь точно окончательно и бесповоротно решила, мужа своего никому никогда не отдаст. Что, конечно, очередное неодобрительное арбузерство. Кстати, вот и повод в очередной раз показать свое собственничество. Изуми, понимаете, заболел. Я одного только Инудзуку попросил написать, передать конспекты по темам, которые пропустит. Проще говоря, очередные обиды и недобрость от Шикимори. Только вы, если думали, могли подумать, что во всем виновато вот это чувство соперничества, да? Но нет. Любовный детектив Мицу готова ответить на все вопросы, расспросы и прочее. Если коротко, Горемычная видит товарища образ старшего брата. То есть стремится постоянно как-то, да, уколоть, подколоть, пошутить, осудить, обидеть и так далее. Все. Между тем уже вообще все, кроме ГГшки и Накадзаки, заболели. А это отличный повод очередной раз пройтись по магазинам. Естественно, не просто так, бедняги же должны и обязаны случайно встретить Камию, чтобы та внезапно не отказала
Мила согласилась вместе побродить, повеселиться, приятно провести время. И вот все было отлично, автоматы игрались, игрушки получались, радости случались, как вдруг. Да ладно, ничего никак вообще не вдруг. Просто дамы мимо проходили, спортплощадку заметили, баскетбол поиграть решили, а тут как тут назло какие-то крали с района, занявшие поле задним числом. Значит, почему бы не сыграть все вместе чисто на соперничестве? Спойлер, все завершилось ожидаемой победой Ками и Шикимори, за которую последовала совместная положительная фотожаба. Не, ну а что вы ожидали? Тайтл максимально стерильный, чтобы никто не обиделся, для всех подошел. Да, для меня, для тебя, для себя, для семьи, для всех пап и мам. А насчет финала, походов, переходов, прогулок, вдруг так вот это они по домам разошлись, на Кадзаки появлению новой подруги обрадовалась, а Ками извинилась, ну, за то, что раньше на все уговоры предложения совместных увеселительных действий отказывала. Жаль, потлатое имя причины перемен не узнает, но ничего, как говорится, всему свое время. А сейчас время очередного спортивного фестиваля, который я, конечно, извиняюсь, но скипну. Потому что, понимаете, здесь типа должно было случиться раскрытие Хачимицу как второстепенного персонажа. И вот так повезло, что от класса бедолаг на эстафету попали именно бедолаги, и все хотели победить, и даже тренились, и даже ленивую, уставшая от жития, бытия тоже пыталась, и, ну, в итоге-то все, победа, овации, счастье, радость, ура, ура. Отличный повод устроить пару плановых флешбеков. Во-первых, касательно Изуми. Сам он, сами знаете, весь такой неудачливый, невезучий, несчастный с самого детства. А во-вторых, про Шикимори, она как раз, наоборот, во всем успешна, молодец, но проблема никак с личными желаниями и хотелками определиться не могла. Все равнялось на брата, даже на карате за ним пошла. А тот по итогу ливнул, потому что спорт кринжовый, скучный, бесперспективный и вообще не то, чем стоит заниматься. Потом горемычная осталось думать, искать, гадать, что же делать. И тут, как нельзя, кстати, образовалась одноклассница, предложившая прочитать третьесортную мангу. Ну и все, завертелось, закрутилось, ГГшка захотела стать прямо такой же, как героиня романа, чтобы любовь, помидоры, ягоды, цветы, короче говоря, аниме. Ну и начала стараться вживаться в неподходящий образ, наряды, волосы, укладки, а потом на вступительных экзаменах как раз и пересеклась с горемычным, пропуск которого улетел куда-то на дерево, пока дед за стремянкой ушел, пришлось лично слазить и достать. Провал, подумал Шикимори, но зря думала. Изуми на самом-то деле все запомнил, чудным поступком впечатлился, а потом вон бедняги того лучше смогли поступить в один класс, попасть и дальнейшие мемы-схемы, которые вы знаете. Вот если бы тайтл начинался с завязки, то какая-то драма, лирика, трагедия, трагикомедия бы присутствовали, а так это чисто пояснение для галочки, на которое всем плевать. Ну а по поводу финалов и завершения осталось только на свидание сходить, причем не с пустыми губами, а той самой любезно купленной братом помадой. Спасибо! Спасибо! Спасите, помогите, пожалуйста. Потому что в последних сериях вообще совсем абсолютно ничего не происходит. Вот смотрите, пошли они на свидание, походили, Шикимори помечтала о поцелуе. Изуми посмещалась, сначала не поняв, о чем идет речь, потом свет отключили, в лодке горемычной остались. Что вы думаете, поцеловались? Нет, не тут-то было. Все, на что хватило Молдова, облизать щеку, ну и того тут на самом-то деле это достаточно. Правда, ГГ на следующий день смущен, зато ГГшка непомерно рада, потому что романтика, помидоры, завязи, все выросло прямо так, как было в той самой мечтательной книженции. Но обратно в скобках основную сторону героини никто не отменял, поэтому она не только милая, но и да, что, не поняли? Но в этом же весь мем, комедия, юмор, что все переставлено наоборот, и Шикимори как раз не только какая-то, но и милая, а в названии все перевернули, обернули, ожидания обманули, да. Вот вы знаете, тайтл вам, наверное, не понравился, он вообще никому не понравился, потому что вот целевая аудитория сидит где-то на островах, на улицу не выходит, а тут им вот прям в руки дали ту самую жизнь, которую они так хотят, без всяких морфем, схем, дилемм и жизненных трудностей. Итого, лайки, анекдоты, подписки, отписки, приписки, записки, иски и риски. И ссылка с 10% промокодом в описании. Вы-то на улицу выходите, а там и одежда нужна от Кисоки. Да, ссылка в описании. Промокод там же. Пока.